Даже в конце 4-го года войны нельзя перестать поражаться тому, с какой легкостью к ней относится Путин. Он не может себя в этом сдерживать. Любой разговор о чем угодно он сводит к войне и тут же расцветает. В изложении Путина война – это не часть тяжелых испытаний, в которые мы приносим колоссальные жертвы во имя большой цели. И только бы нашу цель достичь, и на этом закончим. Пойдем оплакивать наших погибших. Ничего подобного. Война у Путина хороша сама по себе. Она идет на пользу России. Война – это не путь к какой-то победе, которую, значит, никто не знает вообще, как должна выглядеть. Война прекрасна как занятие. Единственная проблема, мол, в том, что раньше ее не начали. Это очень важный слой пропаганды, который следует замечать. Ее концепция в том, что Россия, дескать, является собой лишь когда воюет. Вот воевал Петр со шведами 21 год, тогда Россия была великой. Когда же Россия не воюет, она киснет, хилеет, растлевается, разлагается, а в конечном итоге разваливается. Как только мы прекращаем убивать своих граждан и начинаем дружить с соседями, нас тут же все подряд обманывают, надувают, цинично пользуются нашей доверчивостью. Это звучит очень странно даже по меркам воинственных режимов. Все-таки мало кто рассуждал о войне как о цели самой по себе. Даже у самых мрачных вождей война и жертвы в ней – это тяжелая плата за что-то. За зарю мирового коммунизма, за жизненное пространство, за что угодно великое, сопоставимое с пролитой кровью граждан. А у нас нет. У нас можно в пропагандистских эфирах рассуждать, что ничего в обозримой перспективе не закончится, что будем воевать 20 лет, и вот именно это России, мол, и нужно. Почему Путин и его ровесники из окружения будто бы сами себя не слышат? Почему не пытаются скрывать, что наслаждаются процессом войны вне зависимости от результата? Как мы дошли до такой жизни, что государство может объявить войну единственной здоровой формой своего существования? Ведь кровавая цена, казалось бы, очевидна всем. Мы с вами уже обсуждали, что путинское поколение, рожденные в 50-е, это особенные люди, совсем не похожие на тех, кто постарше и помоложе. И, вероятно, с точки зрения восприятия войны, это различие проявляется ярче всего. Перед тем, как подробнее об этом всем поговорим, мы тут в нашей инструкции по обходу блокировок сравнили сервисы видеозвонков, которые пока еще работают в России без VPN. Все они указаны по ссылке в описании, там же собраны и обычные способы обхода блокировок, и сравнение VPN-ов. Заходите и знакомым советуйте. Детство Путина, прошедшее в 50-х и начале 60-х годов, это один большой синдром выжившего. Те, кому Великая Отечественная война угробила здоровье, физическое и ментальное, кого она сломала, лишила семьи и дома, в массе своей прожили недолго. В песне нет таких строк, но мы понимаем. Солдат, у которого враги сожгли родную хату, убили всю его семью, которому теперь некуда идти, некому нести печаль свою, он, скорее всего, не жил долго и счастливо. Он спился, подался в криминал и там сгинул, ну или замерз в сугробе. Путин, с одной стороны, рос среди взрослых, которые так или иначе войну прошли. Это ветераны, труженики тыла, блокадники, жители оккупированных территорий. С другой стороны, это все люди, которым повезло. Тех, кому не повезло, у кого организм к 30 годам развалился от многомесячного лежания в промозглой сырости мазурских болот, тех, у кого ленинградский голод необратимо угробил здоровье, их Путин просто не успел встретить. Ветераны вокруг Путина – бодрые мужчины, которым в массе своей, вероятно, нет 40, которые заслуженно гордятся своим опытом и своей победой. Окружающая обстановка тоже уже восстановлена в значительной мере. Ленинград не лежит в руинах. Путин растет на советских фильмах о войне, которые за редчайшими исключениями сугубо стерильны. Не снимали в то время фильмов по типу цельнометаллической оболочки. Как страшное, грязное, предельно опасное и крайне отталкивающее дело, войну пробовали показать уже только в перестройку. Советский фильм о войне времен детства и отрочества Путина – это пионерская зорница. Белозубые, сытые солдаты в кристально чистых гимнастерках, героически превозмогая все невзгоды, разносят превосходящие силы фашистов. Фашисты стреляют хуже имперских штурмовиков из «Звездных войн». Все как один сочетают злобность с ментальной заторможенностью. Советские солдаты, если и гибнут, то без единой капли крови. Смерть, как в советском кино, не страшна, а почетна. Умирать не больно, не грязно. Это в советском кино всегда понарошку. Поколение 50-х не видело реальной войны,
но со всех сторон было окружено милитаризмом. Это необычное сочетание, и к необычным оно привело результатам. Поговорим об этом подробнее после небольшой рекламы. Посмотрите, пожалуйста. Уже больше 100 лет США – первая экономика мира. Изменить это положение не так уж и легко, как бы Трамп ни старался. Ведь США – это прежде всего место, куда люди приезжают зарабатывать. Устраиваются в крупные компании, открывают бизнес без страха, что его отожмут. Свободных ниш там полно. Не обязательно строить прям Google или Теслу. Даже небольшие бизнесы процветают, потому что рынок платежеспособный. Но нужно сперва туда переехать. Существует множество путей, и среди них, возможно, найдется подходящий именно для вас. Обратитесь в компанию «Мигратор», чтобы узнать свои шансы. Это совершенно бесплатно. «Мигратор» помогает специалистам, предпринимателям, инвесторам и талантливым людям получить визы США. Среди их клиентов есть и зрители моего канала. «Мигратор» уже более года у нас рекламируется. На первой же консультации вам сразу скажут, можете ли вы получить визу. Приукрашивать реальность, чтобы продать услуги, не будут. В договоре прописана гарантия возврата средств, а значит, если вам не одобрят петицию на визу, компания вернет деньги в полном объеме. То есть «Мигратор» берет ответственность за результат. Такое случается редко. У «Мигратора» успешных кейсов 95%. Все потому, что ими занимаются опытные адвокаты со стажем от 15 лет. Среди них, кстати, немало русскоязычных. Это большой плюс. Не возникнет недопонимания при обсуждении бюрократических деталей. Для талантливых людей, блогеров, стендаперов, фотографов, «Мигратор» тоже предлагает пиар-поддержку, чтобы сделать ваш кейс сильнее и добавить доказательств вашей экспертности, если их вдруг не хватает. Записывайтесь на бесплатную консультацию по ссылке в описании, чтобы оценить свои шансы на переезд в США. Не недооценивайте свои достижения, просто попробуйте и переезжайте без стресса и с комфортом. Спасибо, что смотрите рекламу. Оно позволяет нашему каналу оставаться независимым, говорить то, что мы хотим, и снимать, как мы хотим. Продолжаем, в общем. Поколение 50-х в Союзе росло в изумительное время. Это поколение не видело реальной войны. Но со всех сторон оно было окружено милитаризмом. Новая большая война считается неизбежной, и режим воспитывает из детей солдат. Начиная с детского сада, с мальчиша-кибальчиша, советская детская культура, книги, кино, песни полны героями революции, гражданской войны или Великой Отечественной войны. Реальный и вымышленный Орленок, Зоя Космодемьянская, Молодая гвардия, разведчики, подпольщики, партизаны – все с большой охотой жертвуют собой. Счастья большего для них, чем отдать жизнь за особо ответственным заданием, просто нету. И нет худшей вины для героев этих произведений, чем задумываться о спасении себя, собственной шкуры. Трус хуже предателя. Вся система государственного воспитания пронизана играми в зорницу. Почитайте, например, пьесу главного детского писателя Сергея Михалкова «Особое задание», где, по сути, дается референс правильной зорницы. За такие игры сейчас посадили бы примерно всех. Там мальчик-командир во избежание утечки информации просто связывает девочку и затыкает ей рот. Вот такие были игрища. Везде война. У детей игры, у подростков начальная военная подготовка. Все герои экрана, сцены, книг и песен воюют. Командиры шпионят, партизанят. В крайнем случае работают в шахте или строят метро. Но это тоже война. За выполнение плана там надо тоже убиться. Нет сбора урожая, есть битва за него. Если герой представитель совсем мирной профессии, например, инженер какой-нибудь или ученый, за спиной у него обязательно стоит шпион. Поколение 50-х росло в самый разгар холодной войны, когда противостояние с капиталом еще не стало анекдотом, когда идеология еще не выдохлась. Никто тогда не сомневался, что холодная война обернется горячей в любое утро. Полстраны встанет под ружье, а полстраны будет ружье производить. В 90-е, нулевые, поколение Путина станет дедушками и бабушками и будет возмущаться сначала насчет голливудской жестокости на экране, а потом насчет интернета. Не осознавая, что сами выросли в такой культуре, по сравнению с которой Рэмбо и Терминатор – это мультики о дружелюбном тушканчике. Это поколение выросло в ситуации, когда война и смерть всегда были где-то рядом, но понарошку были игрой, которая неизбежно заканчивается победой, причем очень стерильной, очень киношной, где молодые и бодрые ветераны пользуются заслуженным почетом и уважением, а руин, горя, страха и впавших в отчаяние инвалидов нет. Поколение это попало аккурат между войнами,
От Великой Отечественной осталась только славная победа, а к Афгану они сами были уже взрослыми, а их дети слишком маленькими. Представляется, что с выращенным в таких условиях легко сформировать в себе гремучую смесь агрессивности с инфантильностью. Им, наверное, легко представить, что война – это источник победы и гордости, а не ужаса и крови. И ровно такое представление Путин демонстрирует публично. Он постоянно абсолютно все равняет с Великой Отечественной. Помните тот же стариковский разговор на заваленке Путина с Лукашенко, где они о потерях рассуждали? Действительно, на контрасте с Великой Отечественной все что угодно становится не страшным. По меркам Великой Отечественной весь советский Афган и американский Вьетнам по потерям это не отраженный ни в каких учебниках просто локальный бой за безымянную деревню на вспомогательном направлении. Погрешность в оценках потерь в Великую Отечественную – миллионы. В эту погрешность можно несколько раз уложить все войны, в которых участвовала Россия аж с момента обретения ею государственности. 250-300 тысяч человек – это консервативная оценка российских потерь убитыми в нынешней войне. Ну что это такое в масштабах Великой Отечественной? Тут и говорить-то не о чем. А с точки зрения Путина Советский Союз пережил Великую Отечественную без каких-либо катастрофических потерь. Так что тут такого-то? 250, 300 тысяч. Логично предположить, что из-за совершенно особой эпохи, в которую формировалось путинское поколение, война для него может быть не тем, чем стала для тех, по кому Великая Отечественная проехала персонально. Как и для тех, кто родился позже и, во-первых, не был столь подвержен столь концентрированной милитаристской пропаганде, а во-вторых, попал на Афган и Чечню. Это те, кто родился в 60-е и 80-е. Для этого поколения пойти на войну уже означало не вернуться с победой. Война для них – это способ стать никому не нужным инвалидом, которому государство даст не почести, награды, квартиру и солидную пенсию, а при первой же возможности скажет, что ни на какую войну их вообще не посылало. Путина война веселит, воспринимается им натурально как приключение. Возможно, он представляет себя в роли тех самых советских полководцев, которых видел в кино. Все его рассуждения в духе «умереть от пули лучше, чем от водки» или «за родину умереть почетно» все эти изречения разбросаны в диапазоне между отбитым цинизмом и воспроизводством советских лозунгов, впитанных из кино и книг. Вероятно, происходящее для Путина – это как кино или книжка для нас с вами. Поэтому для Путина и у этой войны, прям как в старых фильмах и книгах, не будет никаких последствий. Ведь сюжеты там сугубо сказочные. В них наступает День Победы, и на этом все. Все празднуют, возвращаются к мирному труду, живут долго и счастливо. Ровно 0 советских сюжетов описывают, как вернувшийся с фронта герой ловит белую горячку и убивает свою семью. Хотя нет сомнений, что такие истории были, и было их немало. Вот это до предела несерьезное отношение Путина, когда он просто не может не давить лыбу, рассуждая о войне, когда ему невыносимо хотя бы изобразить скорбное хлебало в момент разговора с матерями и женами погибших. Такое вот отношение может быть результатом как раз того уникального воспитания. Советская власть выращивала себе поколение, готовое к войне, для которого война – это игра, а жизнь отдать, как с велика свалиться. В итоге, как мы видим, у этого поколения выросли представители, которые с такой же легкостью распоряжаются чужими жизнями, которые выросли на кино о войне и с восторгом транслировали это кино в реальность. И Россией сейчас рулят именно они. До завтра.